Здравствуй, мой дорогой зритель. Сейчас я задам тебе один вопрос, который звучит как начало плохого фильма про эзотерику. Ты когда-нибудь чувствовал, что с тобой что-то не так? Хотя врачи при этом разводят руками. И говорят, с тобой все нормально, чувак. А у тебя при этом болит спина. И МРТ, анализы всякие, ничего не показывают. Тебя душит тоска, депрессия, а в жизни вроде все нормально. Вроде ничего не происходит. Или тебя посещает вдруг дикая усталость. После разговора с определенными людьми. Будто из тебя выжили все соки. А ты при этом вроде нормальный. Так вот, дорогой мой чувачок, это никакие не глюки. Это просто у тебя есть не только физическое тело. И сегодня мы поговорим о том, что представляет настоящую анатомию человека, о его 7 телах. И, возможно, ты об этом уже слышал. И мы поговорим об этом не для того, чтобы ты стал каким-то там гуру в белых одеждах, а чтобы ты наконец-таки понял, где у тебя кнопка «Починить настроение», а где у тебя предохранительный клапан от выгорания. И почему иногда просто нужно хорошо выспаться где-нибудь в темноте в постельке. Ну, а иногда просто простить себя или похвалить за прошлые ошибки. И все это никакая не теория, а это инструкция к твоему собственному скафандру. Давай начнем с первого тела, физического. Того, что ты видишь каждый день в зеркале. Кожа, кости, жирок после пельменей. Мы с ним знакомы, с этим телом лучше всего. Но чаще всего относимся к нему как к рабу, которого мы все время эксплуатируем. Кормим, чем попало. Не двигаемся, спим по 4 часа в сутки и употребляем различные средства. Алкалоиды, наркотики. А потом вдруг удивляемся, почему она, собственно говоря, ломается. Наше физическое тело – это как центральный интерфейс с миром. Ты не можешь обнять любимого человека просто мысленно. Тебе нужны руки. Ты не можешь ударить молотком силой своего собственного намерения, потому что тебе нужен кулачок, в котором держим этот молоточек. И это самый плотный, самый медленный и самый честный слой твоей жизни. И если ты не уважаешь свое собственное тело, то оно чаще всего мстит тебе какими-нибудь болезнями. Так вот, как привести все это в порядок? А все на самом деле очень просто. Без какой-либо магии. Двигайся 20 минут в день. Не ради того, чтобы быть каким-то там спортсменом, а ради удовольствия. Ради радости. А не ради каких-то там кубиков на прессе. Ешь осознанно, а не за сериалом и просмотром какой-нибудь ленты новостей в Инстаграме или в Ютубе. Спи в полной темноте. И это не какой-то там совет от какой-то там бабушки. Это наука о том, как восстанавливаются все остальные тела. Теперь давай разберем тело второе, эфирное. Представь себе вокруг себя светящийся контур. Как в дешевых фильмах про привидения. Но это никакие не привидения. Это твоя жизненная батарейка. Именно через него в тебя вливается энергия. Называй ее как хочешь. Эфир, прана, ци. Если эфирное тело дырявое или слабое, то ты чувствуешь все время какую-нибудь хроническую усталость. Часто болеешь после общения с некоторыми непонятными тебе людьми. И чувствуешь себя, как будто выжатый лимон. Как понять, что твое эфирное тело страдает? Ну, например, ты вроде ничего не делал, не таскал ничего тяжелого, а ноги при этом ватные.
Или тело все время болит и чувствуешь, как будто оно в тонусе. Или ты погружаешься от любого сквозняка в какое-нибудь простудное заболевание. Так вот, это никакая не физика. Все это энергетика. Понимаешь, дорогой мой друг? Что же делать? Для начала начни дышать глубоко и осознанно. Начни с простого. Называется квадратное дыхание. Вдох на 4 счета, задержка на 4 и выдох на 4. И задержка на 4. Кумбхака называется. Представляй, как с выдохом из тебя уходит какой-то серый дым, все твои негативные эмоции. А со вдохом в тебя вдруг заходит золотой целительный свет. И еще учись ставить границы. Границы там, где их якобы нет. Если после разговора с нытиком ты вдруг чувствуешь, что ты опустошен, то это твое эфирное тело просто не выдержало чужого вампиризма. Поэтому не надо терпеть. Просто строй вокруг себя заборы и посылай в своей жизни таких чувачков на 3 веселых буквы. Третье тело – это тело астральное. Оно далеко не виртуальное. Это мир твоих эмоций, желаний, страхов, снов. И оно, кстати, самое подвижное. Только что ты был спокоен, чувствовал, как гармония внутри тебя стабилизирует внутреннее равновесие, а через секунду ты уже вдруг в ярости из-за какого-то дурацкого комментария. Или кто-то сказал что-то не то. Это твое астральное тело качнулось. Точка сборки сдвинулась, и ты напрягаешься. Ночью, кстати, оно реально может путешествовать в какие-то там другие миры. Если тебе вдруг снятся яркие, безумные сны, это на самом деле не что-то где-то там, а это твое астральное тело гуляет, путешествует. И если тебе снятся кошмары, то, скорее всего, там застрял сгусток чужой какой-то обиды. Ну, или твоего собственного невыраженного гнева. Дисбаланс, так сказать. Дисбаланс – это как качели. Качели твоих эмоций, настроения, тревоги без причины, панические атаки. Эмоции захлестывают, и ты понимаешь, что ты не хозяин в своем собственном доме. Лечить все эти симптомы очень просто. Нужно просто не подавлять свои внутренние эмоции, но и не действовать при этом под их диктовку. Просто наблюдай. Веди дневник своих собственных снов. И не только. Можно вести дневник реальности. Это как техосмотр всех своих психоэмоциональных состояний. И всегда фильтруй. Фильтруй то, что потребляешь. Фильмы ужасов, бесконечные новости негатива, токсичные ленты соцсетей. Это прямой яд для твоего астрального тела, которое он впитывает, как губка. Твое четвертое тело – тело ментальное. Это твой разум, логика, анализ планирования. Это кабина пилота в твоем космическом корабле. Но часто там такой бардак, что мама не горюй. Мысли скачут, как бешеные обезьянки. Чужие убеждения заставляют тебя задумываться о смысле своего собственного существования, которые ты, кстати, подхватил, как какие-то вирусы. Либо от своих собственных родителей, либо общества, которое тебя окружает и навязывает тебе различные стереотипы. Так вот, пережевывание одной и той же мысли по кругу – это всегда злостное индульгирование, мой брат. И от этого нужно отказаться. Когда твое ментальное тело в порядке, ты можешь принимать решения ясно, четко и быстро. А когда бардак, ты не можешь выбрать, собственно говоря, в своей жизни абсолютно ничего.
что съесть тебе на завтрак. И ты уже задумался, сомневаешься в каждом своем шаге. Или ты впадаешь в какой-то догматизм. Есть только два мнения: мое и неправильное. В общем, гармонизировать свое ментальное тело полезно и очень даже нужно. Здесь помогает медитация на тишину ума. Просто наблюдать за своими мыслями, как на проплывающие по небу облака. Не нужно бороться, не нужно осуждать, оценивать, нужно просто смотреть, видеть. Читать, в конце концов, нормальные, серьезные книги. Решать стратегические задачи и учиться. Учиться чему-то новому. И главное, нужно отслеживать вопрос. Чьи это мысли, которые как паровозики бегают в твоей голове? Чужие или твои? Что тебя в этой жизни вдохновляет, расширяет, а что тебя делает маленьким, мелким и мелочным? Что тебя сжимает в точку? И, к слову говоря, если все это не делать, можно легко попасться в ловушку собственных иллюзий. Когда ум вдруг объявляет себя избранным, и ты становишься в своих собственных глазах великим, раздутым, от гордыни. А на самом деле... ты никто. В общем, лекарство от всего от этого – это заземлиться и помогать другим, окружающим людям. Бескорыстие, так сказать, помогает абсолютно всем. Твое пятое тело – это тело причинное. Причина и следствие всегда минуют какие-либо последствия. Это самое тонкое из твоих личных тел. Представь себе жесткий диск, на который записаны все твои прошлые жизни. Все твои ошибки, возможности и невозможности, все причины и следствия, как жизненные уроки. И это же тело, причина, хранит твою собственную способность к чистому блаженству и созерцанию, к внутреннему пониманию и радости жизни. Полная независимость от внешней окружающей среды и причин. И если у тебя в жизни повторяются вдруг одни и те же сценарии, например, ты постоянно выбираешь не тех партнеров или теряешь бабки в одних и тех же ситуациях, то это твое причинное тело тебе сигналит: чувачок, жизненный урок не пройден. Если ты не можешь радоваться, даже когда в твоей жизни все хорошо, то это, дорогой мой, дисбаланс, который рано или поздно приведет тебя к депрессии. Ну а исцелять его можно через прощение. Оно развязывает разные кармические узлы. Через служение другим без ожидания, без награды, бескорыстие. Бескорыстие сжигает старую карму быстрее всего. Причем на ура. И просто вспоминай. Вспоминай моменты чистой радости. Учись удерживать это ощущение, даже когда вокруг тебя серость или темнота. Ну, а шестое и седьмое тело – это уже не совсем личное. Точнее, не имеет никакого отношения к твоей, собственно говоря, личности. Это сама искра, частица Творца внутри тебя, как некий лучик света, который все время ждет от тебя ответа, который соединяет тебя с бесконечным источником силы. И у этих тел нет никакой формы. Нет цвета, нет размера. Это чистое присутствие. Я есть. Я существую. Это то самое, что ты чувствуешь внутри себя, когда говоришь «я». Вот только без имени, без роли, без социального статуса, без профессии. Просто я. Когда связь с этим источником нарушена, ты вдруг ощущаешь себя каким-то ненастоящим, кукольным, которого все время дергают за какие-то ниточки.
Ты чувствуешь себя отрезанным от мира, от Бога, от самого себя, в конце концов. У тебя глубокая апатия, и бессмысленность твоего существования все время тебя гложет. Это как крик твоей собственной души, крик твоей собственной искры огня. А возвращаться к источнику на самом деле проще всего через простое повторение. Я есть. Я существую. И когда я существую, я радуюсь и ликую. Без каких-либо добавлений. Побудь в тишине. Созерцай природу. Твори что-нибудь новое, что-нибудь прекрасное. Через творческий акт. Рисование, сочинение стихов, поэзия, книжки. Ты прикасаешься к самому источнику своего собственного бытия. И для этого не нужны какие-то там сложные ритуалы. Достаточно просто улыбаться. Ну а теперь самое важное. Все эти тела, они вовсе не изолированы. И если ты плохо спишь и ешь, то тогда твое эфирное тело страдает. И сигналит тебе, что что-то не так, чувак. Если эфирное тело ослабло, то астральное тело становится неустойчивым. Тебя посещает тревога, апатия, страхи, беспокойство, озабоченность. Твой разум не может мыслить ясно. И жизнь твоя становится вовсе не прекрасна. А каждая повторяющаяся мысль вдруг записывается в причинное тело, как программа твоего существования и будущего, в котором ты очень скоро окажешься. Так что таблетка от головы может вовсе и не помочь. Если у тебя какая-то проблема на уровне астрального и ментального тела, то максимум, чем ты можешь спастись, это смехом. Поэтому, дорогой мой, давай без фанатизма, без часовых медитаций и всякого разного незаразного. Я тебе предлагаю малый круг каждый день, всего лишь на 10 минут. Утром и вечером. Для физического тела 2 минуты. Контрастный душ, легкая разминка, гимнастика. Просто почувствуй свое тело и улыбнись. Эфирное тело 2 минуты. Делай квадратное осознанное дыхание. Концентрируй свое внимание на кончике носа и пей. Пей воздух, как воду. Астральное тело тоже 2 минутки. Вспомни какую-нибудь одну приятную мысль. Почувствуй себя более радостным, чем ты есть. Забудь про все свои печали и озабоченности дня. Поблагодари себя, всех прости и отпусти. Улыбайся, чувак, и все будет хорошо. Ментальное тело тоже 2 минуточки. Скажи себе вслух 3 простых истинных факта о самом себе. Без какого-либо хвастовства или самоуничижения. Например, я жив, я дышу, и я умею варить кофе. Твое причинное тело достаточно 1 минуты. Скажи ему: я принимаю все свои прошлые ошибки и готов к новым жизненным урокам. А потом прислушиваешься к тишине. Пару минут. Просто посиди, повторяя про самого себя: я есть, я существую. Не пройдет много времени, и ты вдруг заметишь, как твое настроение почему-то изменилось, а вместе с ним и самочувствие. Вдруг твой мозг стал ясным, и ты чувствуешь себя настоящим, живым, целостным. А целостность, как говорится, это первое условие. Для того, чтобы почувствовать себя не кем-то как-то, а творцом. Творцом своей собственной реальности. Потому что ты, чувак, это не просто какое-то там физическое тело. Ты — это сознание.
Сознание, которое управляет всей этой иерархией всех оболочек. Физическое тело – это инструмент, эфирное – это батарейка, астральное – это сенсоры, ментальные – это процессор, причинное – это память, а атмическое – это источник питания и связь со всей сетью. Матрицы. Осознай это, чувачок, и ты перестанешь быть жертвой своих собственных эмоций, болезней, мыслей и всего остального. Ты станешь хозяином, хозяином своей собственной жизни, не подавляя, а управляя. Не борясь с чем-то, а гармонизируя все окружающее себя пространство. В общем, попробуй. Попробуй сегодня, прямо сейчас. Беги в холодный контрастный душ. И ты увидишь, что магия – это не какие-то там знания собственной конструкции. А это то, что тебе дано самой природой. Как-то так. В общем, удачи. Удачи в просветлении.